Всем привет! Снова рада вас видеть. Хочу вам рассказать такой случай. Наверняка он у всех у вас был. Когда к вам приходит клиентка и говорит: я вот отращиваю волосы, но я пока еще не знаю, что я хочу, но уже они у меня не лежат, и сделайте мне что-нибудь красивенькое на голове. Вы, конечно же, все у нее расспрашиваете очень подробно, что бы ей хотелось, где мы, возможно, можем отрезать, где нам надо обязательно сохранить. Все вот это вот у нее узнавайте. Смотрите структуру волос, смотрите длину. И вот в конце концов, видите, после того, когда я посмотрела, что же у нее все-таки есть по факту, мы определились с ней, что будем делать боб. У лица она не хочет ни на сантиметр укорачивать длину, она хочет длинную челку оставить, но ее очень здорово раздражает затылок, и, соответственно, нам его надо будет довести до ума для того, чтобы волосы дальше росли, ну и в дальнейшем, следующую стрижку мы сделали какую-то новую. Ну, как видите, я подыскиваю направление угла среза, то есть какой угол у нас будет с вами задаваться. Я определила. Вы помните, видели, я натягивала макушечку, сравнивала с длиной внизу, под каким углом мне идти. Здесь угол, конечно же, может быть не обязательно под 45 градусов. У нас это градуированное каре на затылке. Мы с вами прекрасно знаем, что градуированное каре на затылке это не обязательно 45 градусов. У нас в данном случае задается с вами угол именно по длине нашей макушки, для того, чтобы у нас волосы красиво лежали. Мы, как всегда, начинаем с нижней затылочной зоны. Вы отделили блок, сделали окантовку. Опять же, окантовку вы смотрите и задаете именно от той длины, которую вы планируете сделать. Вот я вам еще раз показываю мое направление угла, как у меня будет идти угол. И начинаем, как всегда, с центральной части, то есть центральный пробор у нас. Затем мы переходим в диагональ. Так как мы сделали с вами окантовку, у нас с вами получается в руке две точки, которые считаются контрольными точками, и мы их должны с вами соединить. То есть у нас с вами первый ряд будет переходящая прядь, раз, два, и самая последняя, которая уже за ухом, эта прядь у нас будет подтягиваться к предыдущей. Вот мы с вами, видите, от центральной пряди перешли в диагональ, перевели контрольную на следующую и последнюю подтянули. То есть у нас с вами передвигается сначала прядь, а потом в конце мы подтягиваем по крайнюю прядь к ней, для того, чтобы не зарезать наш угол. Как вы понимаете, когда мы с вами так делаем, мы перестраховываемся для того, чтобы у нас не было, скажем так, дырки в линии соединения затылка с виском. Но если вы оставили слишком длинную часть за ухом, это не вопрос, вы всегда можете ее подредактировать, сделать, укоротить, то есть создать красивую форму. И вы это увидите, как я дальше буду делать. Значит, дальше мы с вами выравниваем все. Обязательно вы, когда простригли первый ряд, вы должны проверить все. Вот в данном случае вы видите, у меня была сначала проверка, я натягивала, брала контрольные прядки слева-справа и длину проверяла. Так как я стригла в диагонали, так вот вы видите, сейчас у меня обратная диагональ. То есть я проверяю свою длину именно обратной диагональю. Следующий у нас с вами блок. Также мы берем нашу контрольную прядь по центру, задаем длину. Я вам показываю, что это именно центральная прядь. Натяжение у нас с вами идет перпендикулярно к голове. У нас уже задана с вами линия, да, то есть задан угол, и мы с вами должны продлить заданную нами линию, и в то же время я на всякий случай перепроверила себя и натянула нашу верхнюю затылочную зону, которая является у нас целью, к которой мы с вами должны дойти. Опять же, перехожу в диагональ, вижу свои две контрольные точки уже. Первая контрольная точка – это у меня, естественно, линия из центра. Вторая контрольная точка – это уже из простриженного блока ранее. Как видите, подтянула все
к диагональной линии, которую я перевела первую от центра. Здесь уже у меня есть висок. Длину виска нам надо сохранить, поэтому вы подводите свой затылок именно к линии, которую вы хотите задать на виске. Переходим на противоположную сторону. Продлеваем линию, создаем форму. Кстати, вы видели, я дорабатывала сразу внизу, но вы можете это дорабатывать в конце. Я люблю как бы по-разному, скажем так, да? Не обязательно дорабатываю сразу, иногда действительно дорабатываю в самом конце. Все зависит от структуры волос. В данном случае у нее был выбрит из-под низу затылок, нижняя часть, и поэтому, знаете, иногда какие-то вот там пробелы бывают, что мне не очень понравилось. То есть центр был достаточно плотный, а чуть-чуть к боку по краевой линии роста волос у нее были такие вот залысинки, потому что немного выбрала себе и взяла много. Но так как я не хочу оголять ей затылок, она все-таки у нас растит, выбривать мы не планировали в этот раз. Если вы посмотрите, у меня есть стрижка, где она с выбритыми висками, это же моя модель. Ей тоже хорошо. Я вам найду это, наверное, видео, покажу сверху, ссылочку дам, посмотрите. Переходим уже к следующему блоку. Также я продлеваю свою линию. Я вот вам расческой показала, что линию, ту, которую я уже задала, я ее держу. Вот она у меня под пальцами. И я ввожу свой новый блок в линию. Также переходим на диагональный пробор. То есть у меня с вами контрольная прядь перемещается в диагональ. Затем она становится, опять же, переходящей контрольной прядью. И последнюю прядь, финишную прядь, которая уже ближе за ухом находится, мы подтягиваем к предпоследней пряди. Таким образом, у нас получается как бы равномерный переход, такая равномерная градуировка с легким удлинением к лицу. Вы потом это уже, когда я вам буду разворачивать затылка, вы посмотрите, как это красиво уже выглядит. Я не переворачивала камеру, да, то есть не возила за собой. Вот сейчас вот поэтому очень хорошо будет видно, как я передвигаюсь с контрольными прядями. Видите, я перешла, разделила свою уже сделанную контрольную пополам, взяла новую прядь и передвинулась. Вижу свои две контрольные точки. Перешла на следующую прядку, видите, опять я подвинулась. Вижу опять свои две контрольные точки, соединяю. И последнюю прядь, вот которая уже за ухом, я подтягиваю к предыдущей контрольной пряди. Вы будете хорошо видеть, когда будете стричь, тогда, когда будут у вас тонкие пряди. То есть сквозь тонкие пряди очень хорошо видно. Хорошее натяжение идет, и вы тогда не будете теряться. Потому что на самом деле очень сложно понять, как перейти в диагональ. Но диагональю стричь гораздо легче, и вы бережете свои ручки, бережете свою спинку. То есть вы правильно стоите, вы меньше устаете. Обязательно, естественно, после того, когда вы простригли, вот обратите внимание, видите, как красиво уже у нас получилось. Когда вы простригли этот блок, вы не забывайте проверять его. Вы видели, я делала проверку. Натяжение мы поднимаем волосы, ищем линию, где наш срез с вами сходится, то есть совпадает линия среза. И тут вы тогда проверяете, ровно ли у вас подстрижено лево-право. То есть все мы меряем от центра. Центральная прядь. Мы натягиваем нашу вот эту вот весь блок, натягиваем так, чтобы низ был перпендикулярно голове, и подтягиваем уже верхнюю часть. После того, когда вы проверили, опять же переходите уже к следующему блоку. Здесь я вот вам пытаюсь показать с другого ракурса. Как видите, также перемещаюсь. Контрольная прядь у меня перемещается. Опять же, все равно вижу я свои две контрольные точки и вижу линию, которая у меня просвечивается через волосы, то через новую прядь. Сохраняю, видите, небольшую дугу. Но здесь уж, извините, вас повернула, потому что совсем мне неудобно было.
Прядь у нас переходящая, еще раз напомню. Я провожу обучение, вы меня все спрашиваете, пишете. Конечно же, провожу обучение и по стрижкам, и по колористике. Стрижки и женские, и мужские, что вам больше нравится. У меня, да, своя студия, метро Серпуховская, я работаю в Москве и живу я в Москве. Если вам нравятся мои видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на меня, я стараюсь и работаю для вас. Вот здесь, в данном случае, я вам показывала, как я натягиваю прядь для проверки. Вы видели, я расческу вам показывала под прядь, над прядь. То есть у меня получается именно натяжение такое, для того, чтобы у вас линия среза сошлась в одну точку. И тогда в этом случае мы с вами можем доработать. А если я стригла, как вы видите, методом прямого среза, то дорабатываю я пойнтингом, то есть я сразу же облегчаю. Мы с вами поднимаем пряди, проверяем, и опять же мы с вами также натягиваем слева-справа из одной и той же зоны прядки, обязательно также проверяем. Не меняем нашу технику, переходим к следующему блоку, берем по центру прядь, вводим в нашу уже заданную линию эту прядь, переходим в диагональ. И последнюю, которая самая крайняя, которая за ухом прядь, мы подтягиваем к предыдущей контрольной пряди. Ну, как видите, технику я не нарушаю. Мы с вами работаем в этой именно технике. Мы с вами хотим задать самую длинную часть, это теменную зону. Поэтому вот такой техникой мы с вами работаем. Наверх для проверки я, конечно же, буду поднимать на топ-зоне волосы, но это вы увидите уже в самом конце. Но я стричь длину не буду, я просто должна буду освежить ту зону для того, чтобы у нас дальше с вами росли волосы, потому что, еще раз повторю, модель у нас отращивает. Но отращивать тоже надо красиво, и вы также объясняйте своим клиентам. Теперь мы переходим с вами на висок. Продлевайте наш пробор рабочий на затылок, то есть за ухо дальше, потому что на этом уровне у нас с вами будет задана длина. Вводим височную зону в нашу затылочную зону. Красиво вводите, вот обратите внимание. Если у вас, конечно, волосы не доросли, то, возможно, у вас будет либо более короткая стрижка, либо, наоборот, более длинная там, либо челку она носит. Это, конечно же, вам придется обыгрывать самостоятельно. Вы должны об этом обязательно поговорить с клиентом, с вашим. Так, значит, дальше. Вот здесь уже внимательно будьте. Нам надо теперь ввести висок в затылок. Вы берете по диагонали прядь по сагитальному пробору. У вас, получается, есть две контрольные точки. Одна точка – это длина, заданная на затылке. Вторая точка – это длина, заданная вашей окантовкой. И вы соединяете эти две точки. Вот к этой контрольной пряди, которую вы задали, вы подтягиваете уже все то, что у вас дотягивается от лица. То есть вводите очень красиво в нашу уже заданную форму. Здесь вы можете пробор делать по центру, можете чуть дальше зайти. Это не важно. У нас с вами должна быть стрижка все равно симметричной. Слева-справа у вас будет одинаковая длина. Также по сагитальному пробору по диагонали вы взяли прядь и вводите нашу топ-зону опять же в нашу стрижку. Обратите внимание на натяжение у меня. Моя контрольная прядь, она стоит, да, перпендикулярно голове, практически параллельно полу. То есть у меня топ-зона, волосы натягиваются вскользь, то есть по касательно идут. Обратите на это внимание. Я не поднимаю руку, не опускаю, то есть держу четко в определенной форме, да, под определенным углом. Вот сейчас я вам здесь покажу. Помните, мы с вами уголочек оставляли, чтобы мы не зарезали.
Как видите, в этой стрижке он оказался чуть-чуть плотноват, более плотный. То есть именно такой вот как бы получается комочек. И я благополучно, уже зная, какая у меня длина есть, я красиво размываю этот уголочек и красиво ввожу форму. Вот посмотрите, как у меня получилось. То есть я этот угол убрала. То есть я его доработала уже после. Также мы с вами повторяем с противоположной стороны, с левой. Проводим пробор наш рабочий дальше на затылочную зону. И простригаем наш висок. Опять же, мы видим две заданные точки. Вы, главное, не торопитесь. Вы должны просто понять схему. Вы должны видеть то, что вам нужно подстричь в голове, а второе, вам нужно соединить. И третье еще, получается, вам надо сохранить длину. Вот сейчас вот обратите внимание, я с противоположной стороны также делаю, убираю, размываю уголок, который у меня остался за ухом, тогда, когда мы с вами оставляли на удлинение. Поэтому, если вы уже профи, вы можете сразу же четко стричь. Я всегда перестраховываюсь, я всегда могу доработать уже на сухую. Проверяем с вами лево-право. Не забывайте, пожалуйста, об этом. У нас, конечно, глаз алмаз, но все-таки лучше перестраховаться. Также, видите, я вам показываю, что две точки есть у меня. Одна с затылочной, моя контрольная прядь уже простриженная, и окантовочная точка. Точка, которая у нас задана окантовочной линией. Все попрядно волосы подтягиваем от лица. Проверку также, видите, я делаю, натягиваю все линии. Срезы сошлись у меня в одну, и я вижу свою линию. Если она красивая, видите, я ее не поправляю. Также переходите дальше, вводите все подтягиваем к нашей контрольной, которую мы с вами задали на сагитальном проборе, то есть вот на том уровне. Но у нас не четко идет сагитальный пробор, а все-таки мы переходим в диагональ. Я вам просто рассказываю, какой уровень брать, где мы выискиваем эту контрольную прядь. Сейчас мы с вами сделали глубокий пробор, и волосы слева-справа перекидываем для того, чтобы просто сделать проверку и для того, чтобы наша форма сошлась. То есть все было аккуратно. Так как у нас симметричная стрижка, обязательно делайте проверку, перекидывая с помощью глубокого пробора налево и направо. Вот в данном случае то, что не дотянулось, я сейчас просто освежаю. Я не убираю длину, вы видите, я иду по кончикам. Я пытаюсь сохранить клиентке ее длину, потому что она об этом просила. Если вы правильно простригли, то у вас в итоге должен получиться треугольник. Сейчас я причешу, и мы все увидим. Вот на этом этапе, если девушка у вас носит челку, то вы можете простригать и выстригать челку так, как вам надо, как вы решили, как вы задумали, как она носит. Вот обратите внимание, у меня получился треугольничек. Если у вас там какие-то волосики торчат, то, соответственно, надо просто почистить окантовочную линию. Но пока я дорабатываю у лица длину, я вам тогда коротко напомню, потому что вопрос вы все время задаете, и я сейчас пытаюсь ответить настолько, сколько возможно. Я работала в школе, в учебном центре. Сейчас у меня не учебный центр, у меня своя студия, где работаю я. У меня коворкинг, куда приходят девчонки, также работают, как и я. И сюда же я приглашаю вас. То есть что сейчас? Еще раз повторю, я не учебный центр, я тренер. Я ставлю вам руку, я подтягиваю и устраняю ваши пробелы. Поэтому, конечно же, если вам нужен сертификат, я вам его сделаю.
Если, по идее, сертификат вам не нужен, то, в общем-то, я его вам не дам. То есть специально по поводу этого я заморачиваться не заморачиваюсь, потому что вы ко мне приходите именно с проблемами. Кто-то перегорел, у кого-то не получается какая-то стрижка, кто-то так и не понимает колористику, у кого-то трудности со спецблондом, а у кого-то с порошками, кто-то не умеет краски смешивать, кто-то не умеет пользоваться микстонами. Девчонки, мальчишки, пожалуйста, все что угодно. Мы с вами решим все проблемы. Звоните и будем подбирать время. Не забывайте, что я не могу день в день, поэтому мы с вами будем планировать заранее, потому что у меня есть еще куча дел, и также есть желающие другие, не только вы. Поэтому не обижайтесь, что не всегда бывает сразу. Кто-то, если далеко живет, мы можем с вами позаниматься онлайн. Конечно, руку я вам онлайн не поставлю. То есть, конечно же, стрижки делать я вас онлайн не научу. То, что могу для вас бесплатно, я делаю на YouTube. Поэтому, конечно же, онлайн можете пользоваться именно YouTube, именно по стрижкам. Когда мы с вами сделали сейчас уже нашу сушку, как видите, я девушку не укладывала, а сушила, я уже перехожу к доработке. Тут они себе настригли не очень красивую окантовку на затылке, но оголять мы не хотим шею, поэтому я чуть-чуть дорабатываю. Очень сильный пушковый волос у нее по шее, поэтому вы тоже на это обращайте внимание, чтобы просто было красиво. Но не выбривайте высоко, так как у нас с вами не выбритый затылок в данном случае. Вы сейчас будете размывать, вы увидите, как я это буду делать, размывать линию, которую мы с вами задали окантовкой. Все-таки это женская стрижка, все должно быть мягко. И опять же, видите, волосы у нас окрашены, мы с вами подстригли, и в итоге получился темный низ, светлый верх. Может быть, это, конечно, и красиво, но все-таки я люблю мягкие, плавные переходы, даже цветовые. Поэтому сейчас вы увидите, мы с вами будем хорошо размывать эту линию перехода краски и натуральных волос. Методом понтинг я дорабатываю все, то есть я облегчаю. Это метод филировки. У моей модели волос немного вьется, и для того, чтобы она справлялась, у нас же короткая зона, но не выбритая, поэтому, конечно же, они могут ложиться в вихры. И для того, чтобы ей легче было справляться дома, вы дорабатываете. Но не забывайте, все в пределах разумного. Каждый клиент индивидуален, кому-то надо дорабатывать, кому-то нет. Смотрите чисто визуально на форму, что вам самой нравится, что нет. И главное, вы должны думать о том, что ваши руки с клиентом не уйдут. Они останутся при вас, а клиент должен как-то справиться со своей стрижкой. Вы можете начинать сверху, можете снизу. Все вообще это как вам нравится, как вам удобно, как вы привыкли. Я у одних начинаю сверху, у других снизу, то есть это не важно. Но если все-таки у меня идут короткий затылок идет, то все-таки я начинаю больше снизу, потому что это либо тушевка будет, либо это введение короткой части в более длинную. Поэтому, конечно, надо начинать тогда снизу, чтобы все плавно перешло. Волосы у моей модели хорошие, их очень много, но он очень тонкий волос. Поэтому, конечно же, вы обращайте тоже на это внимание, потому что тонкий волос тоже очень капризный в носке, и в укладке, и вообще в жизни. На висках также прорабатываем все. Но опять же, смотрите, она растит волосы, поэтому вы должны вроде как облегчить, но вроде как не сделать совсем рваные. Потому что когда волос начнет отрастать, она же придет к вам стричься опять не через месяц, а опять месяца через 2, через 3. И волосы на концах должны все-таки быть плотные. А не так, чтобы она пришла, и нам нужно было опять все волосы срезать, там сантиметра на 2, на 3, потому что они истончились. Поэтому включайте голову, делайте так, как нужно. Именно для вашей клиентки. Именно в этом случае.
Ну вот уже видите, какая красивая она у меня получилась. Не забывайте прорабатывать все зоны. Если вы где-то не помните, проработали или нет, поднимите волосы, и вы увидите, если вы филировали краешек, он такой более воздушный, более прозрачный. Сейчас я вам покажу. Вот, да, угу, точно. Смотрите, я делаю здесь очень глубокий пойнтинг. Видите, обратите внимание, очень глубокий, для того, чтобы размыть все-таки вот эту линию. Мне она не очень нравится. Посмотрите, видите, какой, насколько глубокий. Угу. Для того, чтобы у меня была неровная линия, а такая как бы драная, косая. То есть я размываю вот эту линию перехода крашеных волос и натуральных. Так как мы с вами настригли, и там очень много волос, которые вот лишние, а голову мы не пойдем второй раз мыть, обязательно все сдуваете и раскладываете так, как вот она будет уже носить. Вы видите, у меня я не использую укладочные средства, потому что далеко не все клиенты любят укладочные средства. Поэтому вы, конечно же, об этом спрашиваете. Вот такая вот у нас она куколка получилась. Носить можно, так как симметричные стрижки, вот я ей тоже показываю. И вот, кстати, вот таким образом вы ищите, какой пробор идет вашему клиенту лучше. То есть вот вы показываете, поворачиваете к зеркалу ее, конечно, но я поворачиваю ее сегодня к вам. Поэтому вы сами вот смотрите. Я повернула налево, волосы переложила, направо, посередине. И, как видите, мы решили оставить на левую сторону. Нам так больше нравится. Вот обратите внимание, как она у нас выглядит. Так что подписывайтесь на меня. Всем хорошего дня, вечера, ночи. Всех я вас люблю. И пишите мне, пожалуйста. Жду вас. Пока-пока.